Живой призрак пустыни. Я хочу рассказать вам о существе, которое кажется порождением пустыни, о хищнике, который живет в одном из самых суровых мест на планете, но не просто выживает, а чувствует себя здесь настоящим хозяином. Это песчаная кошка, таинственная, неуловимая, почти мифическая. Вы когда-нибудь слышали о ней? Скорее всего, нет. Она скрытна, и даже ученые долгое время не могли найти ее в дикой природе. Можно сказать, что это настоящий призрак среди барханов. Представьте себе бескрайняя пустыня, волны раскаленного песка, которые движутся под порывами ветра. Здесь нет ни единого дерева, ни капли воды. Днем солнце палит так, что кажется, будто даже воздух плавится, а ночью холод пробирает до костей. В этом мире никто не должен выжить, но она смогла. Маленькая, изящная, грациозная, но в то же время настоящая хищница. Мне кажется, песчаная кошка — это сама суть дикой природы. Она не просит пощады, не требует особых условий, она просто живет, подчиняя себе законы пустыни. Как можно быть настолько маленькой и в то же время настолько опасной? Как можно существовать в таком беспощадном мире и не просто бороться за жизнь, а выходить победительницей? Я задался этим вопросом и решил узнать все о песчаной кошке. И чем глубже я погружался в ее историю, тем больше она меня поражала. Владычица беспощадной пустыни. Пустыня — это место, где правила устанавливает не тот, кто сильнее, а тот, кто умеет приспосабливаться. Это не просто пейзаж из песчаных дюн, это целый мир, где каждое живое существо ведет постоянную борьбу за существование. Здесь нет случайностей, нет места для слабости. Только самые выносливые и хитрые могут назвать это место своим домом. Жара, которая буквально оплавляет землю, превращая ее в гигантскую печь. Камни, накаленные так, что невозможно прикоснуться. Ветер, несущий с собой миллионы песчинок, которые способны стереть все живое, словно наждачная бумага. А потом ночь. Темная, ледяная, безжалостная. Температура падает, воздух становится колючим, и даже самые смелые животные прячутся в норах, чтобы переждать этот холодный кошмар. И вот среди всего этого хаоса живет она, песчаная кошка. Как ей удается здесь выживать? Ее маленькое тело словно создано специально для пустыни. Шерсть сливается с песками, лапы не оставляют следов, уши улавливают малейший звук. Она знает пустыню лучше, чем кто-либо. Она не боится ее. Это ее дом. Что самое удивительное, так это то, что она не пытается изменить окружающий мир под себя, как делают люди. Она не строит убежищ, не запасает пищу, не ищет воду. Она просто приняла пустыню такой, какая она есть, и стала ее частью. Может быть, в этом и заключается главный секрет выживания – не бороться с природой, а стать ее продолжением. Совершенство природы. Но если бы пустыня могла создать живое существо, которое олицетворяет ее дух, это была бы песчаная кошка. Она идеальна в каждой детали. Смотря на нее, я понимаю, что природа не просто дала ей возможность выжить в экстремальных условиях. Она превратила ее в настоящий шедевр. Ее шерсть кажется сотканной из песчинок, такая же мягкая, теплая, сливающаяся с окружающей средой. Это не просто маскировка, это броня, которая защищает ее от жары днем и холода ночью. Ее глаза, они будто светятся изнутри. Огромные, выразительные, словно маленькие солнца, что никогда не гаснут даже в самой глубокой темноте. Но больше всего меня поразили ее уши. Огромные, треугольные, они кажутся слишком большими для такого маленького тела. Но именно они делают ее идеальным охотником. Каждое движение в песке, каждый звук, будь то шорох лапки жука или легкое дыхание спрятавшейся мыши, она слышит все. Ей не нужно видеть, чтобы знать, что рядом добыча. Она чувствует этот мир ушами. К тому же ее лапы — это еще одна загадка. Почему она не проваливается в рыхлый песок? Почему не обжигает подушечки лап? Все просто. Их покрывает густой мех, который служит и защитой, и своеобразной амортизацией. Она скользит по барханам, словно по пушистому ковру. Это делает ее невидимой не только для глаз, но и для ушей, потому что ее шаги совершенно бесшумны. Но даже среди всех этих особенностей самое удивительное в песчаной кошке — ее охотничьи навыки. Это не просто маленькая дикая кошка, это настоящий мастер выживания. Незаметный хищник. Обычно мы представляем себе хищников как огромных и мощных зверей. Львов, тигров, пантер. Их сила, их скорость, их агрессия делают их страшными для всех вокруг. Но что если я скажу вам, что песчаная кошка — один из самых опасных ночных охотников пустыни? Она небольшая, легкая, быстрая, она не просто сливается с песком, она становится его частью. Но самое главное, она умеет подкрадываться к добыче так, что та даже не догадывается об угрозе. Вы когда-нибудь видели, как кошка крадется? Медленные, осторожные движения, взгляд, который прикован к жертве, напряженное ожидание. У песчаной кошки это доведено до совершенства, но даже если добыча заметит ее, шансов у нее все равно не остается. Почему? Потому что песчаная кошка — это молниеносность в чистом виде. Она не раздумывает, не колеблется,
прицелиться, не дает ни секунды на побег. Один прыжок, и все решено. Ее любимая добыча — грызуны, зайцы, птицы, ящерицы. Но знаете, что самое поразительное? Она охотится на змей. И не просто змей, а ядовитых гадюк, от укуса которых могут погибнуть куда более крупные животные. Как же она справляется? Все дело в тактике. Она не дает змею атаковать первой. Она быстро двигается, отвлекая ее, а затем наносит точный удар лапой по голове. Гадюка даже не успевает понять, что происходит. И все. Охота завершена. Вы когда-нибудь задумывались, что делает существо по-настоящему опасным? Его размер? Его сила? Или, может быть, его умение быть невидимым и нанести удар в самый неожиданный момент? Мне кажется, песчаная кошка знает ответ на этот вопрос лучше всех. Искусство охоты. Охота — это не просто инстинкт, это настоящее искусство. У каждого хищника свои секреты, свои приемы, свои стратегии. Но песчаная кошка играет в этой игре по особым правилам. Она выходит на охоту, когда пустыня погружается в темноту, когда дневной зной уходит и звезды рассыпают свой свет по бескрайнему песчаному морю. В это время ее мир оживает, тут по песку скользят змеи, между камнями прячутся ящерицы, а грызуны, чувствуя прохладу ночи, решаются покинуть свои укрытия. Но они не знают, что охотник уже рядом. Песчаная кошка не бросается на добычу слепо. Она не полагается на грубую силу. Она выжидает. Сначала она замирает, превращаясь в часть пейзажа. Ее шерсть идеально сливается с песком, уши поворачиваются, улавливая даже малейшие колебания воздуха. Она слышит, как под землей копошится мышь, как между камнями проскользнула змея. А потом мгновение, всего одно движение, один прыжок. И все, добыча даже не успевает понять, что произошло. Глядя на это, я задумался, что делает охотника по-настоящему опасным? Размер? Сила? Или, может, способность быть незаметным и нанести удар в тот самый момент, когда его меньше всего ждут? Песчаная кошка — идеальный пример того, что главное оружие в мире хищников — это терпение и точность. Смертельный танец со змеей. Охота на змей — это не просто риск. Это смертельный танец, где одна ошибка означает гибель. И все же песчаная кошка идет на этот бой снова и снова. Змеи — одни из самых опасных существ пустыни. Они скрываются среди камней, сливаются с песком. Их укус смертелен для большинства животных. Но только не для песчаной кошки. Я представляю эту встречу. Лунный свет падает на барханы. В воздухе тишина, нарушаемая лишь дыханием ветра. Змея затаилась, зная, что в любой момент может стать жертвой или убийцей. Но кошка уже знает ее местоположение. Ее уши улавливают едва слышное движение чешуи по песку. И вот момент истины. Змея делает бросок, но кошка уходит в сторону. Она двигается молниеносно, не давая змее шанса прицелиться. Это похоже на танец. Шаг в сторону, резкое движение, прыжок назад. И вот кошка делает свой финальный удар лапой по голове. Еще одно мгновение. И все кончено. Как ей удается снова и снова выходить победительницей? Может быть, ее секрет — это не только скорость, но и хладнокровие. Ведь в этом бою побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто лучше контролирует ситуацию. И в этом, пожалуй, главный урок, который мы можем у нее перенять. В жизни всегда есть моменты, когда нужно остановиться, рассчитать шаги, а потом нанести точный удар. Главное — не поддаваться панике и не делать поспешных движений. Лающая кошка. Когда я узнал, что песчаная кошка лает, я сначала подумал, что это какая-то ошибка. Лаять могут собаки, шакалы, койоты, но кошки, разве они не должны шипеть, рычать, мяукать? Но потом я услышал этот звук сам. И мне стало ясно, у этой кошки есть еще один сюрприз в рукаве. Представьте себе ночь в пустыне. Все тихо. Легкий ветер гонит по барханам песчаные волны, изредка слышны далекие крики ночных хищников. И вдруг резкий отрывистый лай. Но это не собака. Это маленький, ловкий охотник подает голос. Почему она это делает? Ученые считают, что такой звук помогает ей общаться с сородичами на расстоянии. Возможно, это сигнал о присутствии добычи, возможно, предупреждение, а может быть, способ запутать хищников, заставляя их думать, что перед ними не кошка, а совсем другое существо. Я задумался, насколько удивителен мир природы. Кажется, что мы уже все знаем, что нас больше ничем не удивить. Но вот крошечная кошка, живущая в пустыне, охотящаяся на змей и лающая. Разве это не доказывает, что у природы еще есть множество тайн, которые нам только предстоит раскрыть? А вы когда-нибудь слышали этот звук? Если нет, то обязательно найдите запись. Я уверен, что это вас поразит так же, как и меня. Одинокая странница. В пустыне нет городов, нет улиц, нет карт, нет дорог. Здесь никто не подскажет, куда идти, и никто не поможет, если оступишься. Здесь каждый сам за себя. И песчаная кошка знает это лучше всех. Она не живет в стае, не ищет компании. Ее путь —
Это путь одиночки. Каждую ночь она проходит мили по горячему песку в поисках пищи. Иногда ей везет, и добыча попадается быстро. Иногда приходится идти дальше, за горизонт, туда, где еще никто не ступал. Но почему она одна? Разве в одиночестве легче выжить? Может быть, ее мир слишком опасен для того, чтобы делиться им с кем-то еще? А может, она просто не хочет зависеть ни от кого? Мне кажется, в этом есть что-то величественное. В мире, где так много существ полагаются друг на друга, песчаная кошка выбирает свой путь. Она никому ничего не должна. Она свободна. И разве это не напоминает нам о людях? О тех, кто идет своим путем, не подчиняется чужим правилам, не ищет легких решений. Быть одному это не всегда значит быть слабым. Иногда одиночество — это сила. Как думаете, смогли бы вы прожить так же? Однажды взять и уйти в неизвестность, полагаясь только на себя? Я не знаю. Но песчаная кошка это делает каждую ночь. И каждую ночь она побеждает. Магия выживания. Вы когда-нибудь задумывались, что значит жить без воды? Для нас это немыслимо. Пара дней без питья, и человек на грани жизни и смерти. Но для песчаной кошки это всего лишь часть ее обычного существования. В пустыне, где вода — редчайшее сокровище, она научилась обходиться без нее. Но как это возможно? Ведь вода — основа жизни. Все просто. Ее тело устроено иначе. Она получает всю необходимую влагу из пищи. Каждая мышь, каждая ящерица, каждый грызун, попавший в ее когти — это не просто еда, это источник драгоценной влаги. Она настолько идеально приспособлена к условиям пустыни, что ее организм буквально перерабатывает пищу так, чтобы извлечь максимум жидкости. Я задумался, неужели в этом и кроется главный секрет выживания? В умении брать все необходимое из окружающей среды, не растрачивая ни капли впустую. Мы привыкли, что у нас всегда есть запас. Всегда есть выбор. Но песчаная кошка не может позволить себе роскошь ожидания. Она берет все, что дает ей пустыня, и использует это с умом. И это заставляет меня задуматься, как часто мы недооцениваем то, что у нас есть. Мы пьем воду, не задумываясь, растрачиваем ее бездумно. А ведь где-то в дикой пустыне маленькая кошка научилась дорожить каждой каплей. Опасности, что таятся в песке. Пустыня не просто трудное место, она беспощадна. Здесь опасность подстерегает на каждом шагу. Но самое страшное — это то, что враги приходят оттуда, откуда их не ждешь. Крупные хищные птицы кружат в небе, выискивая движущиеся тени на песке. Стоит зазевавшемуся зверьку сделать неверный шаг, оказаться в слишком открытом месте, и его уже замечают острые глаза ястреба или филина. Одна ошибка — и спасения нет. А внизу, среди камней и кустов, скрываются другие хищники. Шакалы, волки, гиены. Они вдвое, втрое больше песчаной кошки. Они сильнее. Но если вы думаете, что это делает ее легкой добычей, вы ошибаетесь. Она не вступает в открытый бой. Ее главное оружие — хитрость. Она не оставляет следов, чтобы не привлечь внимание. Она прячется в тени, становится невидимой, исчезает в норах. Она знает, здесь побеждает не тот, кто крупнее, а тот, кто умеет уходить от опасности. А теперь задумайтесь, в жизни ведь часто так же. Бывает, что сила — это не грубая мощь, а способность исчезнуть в нужный момент. Иногда выживает не тот, кто борется, а тот, кто умеет быть незаметным. Тайна песчаной кошки. Чем больше я узнавал о песчаной кошке, тем больше у меня возникало вопросов. Как может такое крошечное существо быть таким совершенным? Откуда в ней эта способность приспосабливаться? Почему о ней так мало известно? И тут я понял, в этом и есть ее главный секрет. Она не просто скрывается от врагов, она скрывается от мира. Ученые десятилетиями не могли найти ее в дикой природе. Она словно исчезает, растворяется в песке, оставляя после себя лишь легчайший намек на присутствие. Долгое время ее считали мифом, легендой. Я представил ее, маленькую, осторожную, неуловимую. Она не пытается быть в центре внимания, не привлекает к себе лишних глаз. В ее мире нет места шуму и суете. Ее мир — это тишина пустыни, шепот ветра и мягкий шаг по барханам. И это заставило меня задуматься, а может, в этом и есть секрет настоящей силы. Не в громких заявлениях, не в показной мощи, а в умении оставаться незаметным. В том, чтобы знать, когда выйти на сцену, а когда раствориться в тени. А вы когда-нибудь чувствовали, что настоящий успех — это не когда тебя все видят, а когда ты сам управляешь тем, кто тебя замечает? Что мы можем у нее перенять? Я думал, что рассказываю вам о песчаной кошке. О маленьком зверьке, живущем в пустыне. Но теперь я понимаю, это не просто рассказ о ней, это рассказ о нас. Она учит нас тому, что сила — это не всегда грубая мощь. Иногда сила — это терпение, способность ждать, слушать, не делать лишних движений. Она показывает, что одиночество — это не слабость. Быть одному значит быть независимым, знать, что ты справишься сам. Она напоминает, что выживают не самые крупные и не самые сильные, а те, кто умеют адаптироваться, кто принимает мир таким, какой он есть, и учится жить по его правилам, а не ломает его под себя. И, наконец, она учит нас главному.
ценить то, что у нас есть. Воду, пищу, безопасность, дом, ведь там, в пустыне, каждая капля, каждый кусочек еды, каждая минута покоя – это бесценный дар. Я задаюсь вопросом, а если бы мы оказались на ее месте? Смогли бы мы выжить? Смогли бы мы стать частью пустыни, а не бороться с ней? Или мы бы сдались? Я не знаю ответа, но песчаная кошка знает.